Всем здорово, народ! Сегодня мы с вами поговорим про Фрост ДКшника, ДК в специализации лед. Невероятно стильный и кайфовый спек, как по мне, для Рыцаря Смерти. Кстати, во многом недооцененный в PvP сегменте, потому что, во-первых, когда вот в основном игрок слышит Фрост ДК, сразу же вот так вот щелкает ассоциация с PvE составляющей, что вот а-ля только PvE, только подземелья, только рейды, все, в PvP вообще не ходим. Ну, максимум БГшки. И это ошибка. Действительно, Фрост ДК может быть не самым метовым по сравнению, опять же, с самым базовым анхоликом, но то, что он не играбельный, это величайшее заблуждение. Короче, сегодня поговорим про Фроста, рассмотрим как PvE-шные, так и PvP-шные билды, соответственно. Всем приятного просмотра, погнали смотреть видоус. Начнем именно с PvP-шной составляющей, поскольку здесь, опять же, как по мне, идет максимальная вообще вариативность, и при этом никто до истины-то не докопался, до вообще самой сути Фроста в принципе. Значит, смотрите, когда вы пытаетесь найти какой-то PvP-шный билд на Фроста в интернете, в основном вам попадаются, ну, 90%, по крайней мере, что я вижу, это билды, которые прокачивают ветку Фроста и дополнительно берут ветку Блада. И в этом как будто бы есть резон, но только в одном случае. Если вы прокачиваете себе ветку Блада до захвата рун усиленного, и еще берете кровоотвод. И типа так вы повышаете себе выживаемость. Что, по факту-то, да, действительно повышаете, но ее просто все равно недостаточно. И вот стоит ли апать достаточно посредственную слабую сторону Фрост ДКшника, то есть выживаемости, да, и пытаться вот сделать ее приемлемой? Ну, как будто бы затея сомнительная в принципе изначально. В этом суть Фроста вообще не заключается. Но обычно такие билды вам в принципе вообще выдают как а-ля для игры в 1x1. Но Фрост ДК в 1x1 не играется, забудьте, только с хилом, все. И если вы хотите играть за Фроста, то в идеале это все-таки должен быть режим 3 на 3, но БГ я не рассматриваю, все-таки про арену больше поговорим. 3 на 3, либо примейдом с хилом, либо солока, где тоже всегда есть хил. Можно как бы и двойку попробовать Фростом побегать, но вот максимальный потенциал раскрывается именно в режиме 3x3, об этом чуть попозже поговорим. Так вот, возвращаясь к билдам, обычно вам даже не такой билд на а-ля улучшенную выживаемость показывают, а вообще непонятное, что чуть-чуть поинтов прокачали ветки Блада, чуть-чуть поинтов прокачали ветки Анхолика, по итогу ни до каких критичных, в принципе, талантов не добрались, и вообще изначально спрашивается, а зачем тогда все это было? Изначальную логику можно понять еще у билда, когда прокачивается вот из ветки нечестивости только 3 поинта в болезнетворность, но это вообще все не то, народ, это прям вот максимально неудобно, неприятно бегать за такого Фроста, выживаемости вам особо не добавляется, все равно без хила вы умрете, при этом ваши дотки диспелят. Фу. Короче, максимально дискомфортно в таких билдах бегать, я не знаю, мне это максимально не нравится. Я решил придумать то, что изменит понимание Фроста, по крайней мере для меня, навсегда и бесповоротно. Я подумал, значит, у Фроста, окей, не самая сильная выживаемость, так зачем ее пытаться улучшать? Забьем на нее полностью болт, раскачаем себе лучше ДПС. Будем такой стеклянной пушкой. В любом случае у нас есть зеленка, не зыбка, и можно перейти в стойку льда. Если вы грамотно отдаете свои сейвы, вас убить ни хрена не просто. И опять же, наличие хила все эти проблемы нивелирует. Ну, не просто же так он должен быть в катке. Да, вы ему поможете своими сейвами, но основную работу по захилу выполнит он, и все будут довольны. И при этом, самое главное, в ветке Анхолика я докачался до таланта Нечестивая порча, чтобы даже играя во Фрост ДК, ваши дотки задиспелить не могли. Да, вам придется нажать один раз койл, потратить силу рун на это и не нажать из-за того, что вы силу рун потратили, один лишний ледяной удар. Но как бы это настолько мизерная потеря, учитывая, насколько большой функционал вы приобретаете. Недиспелимые дотки во Фрост ДК — это невероятная пушка. И это позволяет вам не только хилиться ударом смерти, потому что дотки есть, да, наносить депо с уничтожением полный, типа они урезанные, когда дотки отсутствуют. Но также, поскольку вы Фрост ДК, у вас усиленный урон от магии льда, соответственно. Вы накладываете дебафы на противника, которого бьете, и озноб просто из дотки, которая, соответственно, ну так, неприятно покусывает, ничего критичного, превращается просто в капающую вот такую вот занозу. Там по итогу получается из озноба, ну прям солидный такой действительно урон, и во многом из-за того, что дотку, ну вот эту вот озноб задиспелить в принципе нельзя, и противник бегает постоянно под ним, и постоянно под ним гниет. Короче, вот так вот выглядит данный билдачок. Он рассчитан на то, что мы играем с одноручками. Я, в принципе, просто пошел еще дальше. У меня есть билд на Фрост ДК с двуручкой. Но он больше фановый и больше в таких уже поздних, знаете, да, сценариях, когда у вас есть возможность там ШМ-ку получить или хотя бы бринтроль. Но когда у вас пушки мощные, когда двуручное оружие реально увесистое. На первых, так сказать, порах лучше играть по стандарту через одноручки. Но если уж совсем будет скучно, можно попробовать билд через двурук. Но сегодня больше сосредоточимся на плюс-минус стандартном варианте. Опять же, я не видел, чтобы
чтобы где-то в интернете прокачивали Фроста вот таким вот образом. Я лично за него играю и невероятно кайфую. Вы можете это на стримах у меня видеть, у меня вот видосы записываются. Именно в данном билде я за Фроста получаю невероятное удовольствие. Депос просто заоблачный. И даже в посредственном гире, вот, например, на Вармэне я там играю, в 250-м этом левеле, когда все плюс-минус бегают 270. Дэмэдж заоблачный. Я вот не представляю, что там будет, когда, допустим, до топовой экипировки доберусь. Это будет вообще пушка. А в ситуациях, когда гир у всех плюс-минус одинаковый, ну вот, например, на Насдоре, да, получалось парочку стримов побегать, порегать солоки, соответственно. Ну, там вообще все прекрасно. Ты даже не ощущаешь того, что депоса не хватает. Я вот не помню, чтобы за Фроста именно депоса мне не хватило. Плюс еще всегда работает элемент неожиданности, потому что не привыкли люди играть против Фрост ДК в принципе, а против Фрост ДК, дотки которого задиспелить нельзя, так тем более вообще, по-моему, никто обычно не играет. И при этом вы еще ненасытную стужу выдаете, вот этот массовый контроль по всем. Боже, какой же приятный Фрост. Вот если вы устали от базового анхолика, ну просто, знаете, поднадоело, стало скучно. Можете попробовать Фроста. Мне это невероятно вернуло, скажем так, интерес к данному классоспеку. Если говорить про символы, то я использую символ ненасытной стужи, символ ледяного удара и символ уничтожения. Скажем так, максимально разгоняем себе депос и также понижаем стоимость силы рун на нашу вот основную кнопочку по контролю, чтобы нажимать ее бесплатно в любой момент. Это прям то, что надо. Малые символы также базовые. Это символ кровоотвода, чтобы самого себя не дамажить, символ объятий смерти, чтобы больше кайлов на самозахил использовать в случае необходимости. Ну и третий символ, можно взять символ воскрешения мертвых. Тут уже как хотите. Короче, я не знаю, Фрост ДКшник невероятно вкатывает геймплей, особенно вот с этим талантом, да, нечестивая порча, который не позволяет диспелить наши дотки, и, ну это невероятный кайф. Опять же, вы можете в любой момент просто подойти в кучку противников, всех заморозить на 10 секунд. Вы либо тринкет выбиваете, либо они стоят в ФК. Если они выбивают тринкет, то у вас есть тиммейты, которые потом просто на это доказывают, и все. Так при этом вас же еще никто не отбирает немоту, ваше удушение также остается, основная вообще, в принципе, фишка, да, ДКшника, понятное дело. И у вас, получается, есть контроль в виде ненасытной стужи, который очень долго длится, и есть контроль в виде немоты. Если вы играете за Бладельфа, вы еще можете волшебным потоком тоже продлить, доп. Немоту выдать в моменте. И обычно этого хватает, чтобы, ну, просто за глаза хватает, чтобы заберзить какого-то противника, который там сейвы не успел нажать, или, в принципе, потерялся в позиционке. Я хз. У Фроста невероятный потенциал для вот именно быстрого бурстового урона, который совмещает физику и магию, и при этом дотки. Я просто вот... Играть одно удовольствие. Плюсом то, что у вас какая-то а-ля прям слабая выживаемость, у меня язык так не поворачивается сказать, потому что вы в любой момент можете свапнуть стойку на лед. Все, у вас уже увеличенная броня, выносливость по вам депоса меньше проходит, уже более комфортно переживать заезды. У вас есть зеленка, у вас есть незыбка. Кстати, ну на самом-то деле у вас еще и несокрушимая броня есть, потому что ее можно использовать как бёрст, чтобы силу себе увеличить, но при этом можно использовать как а-ля такой типа деф, который увеличит вам броню. И на самом-то деле это все длится очень долго, потому что мы прокачиваем себе это все в талантах. Это пиздец. Так вы же еще можете съесть питомца, призвать его съесть. Вы можете нажать личборн и сами себя кайлами хилить. У Фроста даже, соответственно, у ДК даже во Фросте ни хрена себе не маленькая выживаемость. Она типа меньше, чем в Бладе, условно, понятное дело. Но это не значит, что ее мало. Короче, вот такие вот дела, народ. Если вас прям подробный гайд интересует, где я про все статы рассказал, про билдачки прям подробно, ротацию, показал геймплей, на как это все выглядит, то у меня есть на Бусти отдельный, соответственно, видеоролик, где я прям все про это рассказываю. Ну, так-то там еще много всего полезного присутствует. Например, гайд по аддонам и настройкам интерфейса под PvP. И еще есть личный чат, в котором вы можете мне написать, я отвечу на все ваши вопросы. Поэтому, если вы планировали поддержать мой канал копеечкой и получить за это дополнительный контент, то переходите на Бусти, знакомьтесь там со всем и подписывайтесь. Итак, теперь давайте поговорим про PvE аспект, соответственно, и начнем с PvE билдачка. Значит, смотрите, здесь все бывает по-разному, в зависимости от стиля игры и, в принципе, от потребностей. Потому что иногда, допустим, бывает, пытаются играть через смерть и разложение, через нашу лужу, но как будто бы это больше не про Фроста. Иногда отказываются от воющего ветра, когда хотят именно больше таргетного депоса в одну цель, да, разогнать. Но в среднем по базе, да, вот именно вот такой билдачок является плюс-минус сбалансированным. И, наверное, давайте немножко забежим вперед, изначально посмотрим на символы, чтобы посмотреть больше подробнее, да, как все работает, и потом уже вернемся к кнопочкам отдельно. Значит, первый большой символ — это символ болезни, чтобы все мобы, которые были вокруг, они все
все были под нашими дотками, чтобы все они, соответственно, обновили свое время действия. Также обязательно берем символ уничтожения, чтобы еще сильнее разогнать себе эту кнопочку. И третий символ, вот здесь вот часто бывает все по-разному. Я пришел к тому, что лучше всего использовать символ воющего ветра. Потому что, да, с одной стороны, мы как будто бы можем нажать просто ледяное прикосновение, потратив одну руну, заразить доткой, а потом через мор раскинуть этот озноб. Но все равно, когда вы используете воющий ветер, и в том числе он накладывает озноб за счет символа, гораздо приятнее становится играть, и вот данный символ все-таки рекомендую использовать. Если говорить про малые символы, то здесь можете взять символ кровоотвода, символ воскрешения мертвых и символ на зимний горн, допустим. Но малые символы здесь не так важны. Кстати, если мы говорим про билдачок, то опять же, в зависимости от сервера, на котором вы играете, можно немножечко его видоизменять и модернизировать, ну, учитывая, допустим, классовые бонусы, которые у вас на сервере присутствуют. Я вот, например, сейчас играю на Ноздоре, и здесь тирсет, в принципе, подходит под базовый билдачок, прям идеально. Ну, кстати, тирсет просто невероятно пушечный, он настолько кайфово выглядит, просто посмотрите. Урон от воющего ветра увеличивается на 20% пассивно просто всегда. При этом вам еще на ледяной удар добавляют пассивочку тоже, что когда вы его жмакаете по противнику, он накидывает дополнительную дотку на врага, соответственно, которая, кстати, эта дотка разгоняется за счет руны ледяного жара. Вот вы же повышаете ваш магический депос по противнику. Эта дотка в том числе разгоняется от этого дебафа. И она еще может критовать. То есть каждый тик данной дотки может быть критовым. И это я вам описал только сейчас бонус за 2 комплекта. А если мы говорим про 4 сетовых комплекта, то у вас появляется еще одна пассивка. И каждый раз, когда вы нажимаете ледяной удар, после этого вы можете кастануть уничтожение бесплатно по рунам. Ну, то есть просто руна не потратится, бесплатное уничтожение. А если вы клацаете уничтожение, то наоборот, ледяной удар не затребует сил рун, и вы просто примените его тоже бесплатно. Короче, из Фроста делают вот такого прям берсерка максимально. Ну, понятное дело, окей. Есть, конечно, сбалансированный типа ограничитель в виде КД на данную пассивку в 6 секунд, да, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, выглядит прям приятно. И по итогу, соответственно, вот мы подходим к манекенчику, допустим. Нажимаем там в него кнопки, тудым-сюдым. Во-первых, мы, опять же, разгоняем наш депос уничтожения. Мы накидываем на него руну ледяного жара, 5 стаков, и увеличиваем депос от нашей магии льда. И вот смотрите, допустим, когда вам прокает ваш бафчик, машина для убийств, вы можете, если вокруг вас пачка мобов, нажать туда воющий ветер. И критовый воющий ветер может наносить огромное количество депоса. Понятно, чем больше противников, тем больше будет депоса. И если вам прокает машина для убийств, нажимаете критовый воющий ветер. Если не прокает, в принципе, можете воющий ветер не нажимать. Понятное дело, что если, допустим, возле вас там 5-6 мобцов, вы нажимаете туда воющий ветер критом, боже, какие там цифры депоса вылетают невероятные. Так на Ноздоре же еще за счет классового, ну, бонусного сета, да, у вас увеличен урон на 20%. И суммарно это все кнопку превращает просто в невероятную пушку-вышку. Понятное дело. Вот, а сейчас я вам еще продемонстрирую, как работает, допустим, ледяной удар. Мы клацаем ледяной удар, и появляется дополнительная дотка. Видите, вот это вот кастомная на противнике, пронизывающий холод. И она также, соответственно, разгоняется. Ее урон, видите, вот она по 1200 может с прока просто критовать. И вы можете эту дотку накидывать на несколько противников. На одного моба, допустим, накинули. Немножечко там побегали, подамажили, просто у нее тоже КД имеется. По-моему, тоже секунд 6. Вот, накинули на второго противника. И вот видите, этот гниет от дополнительной дотки, и этот гниет от дополнительной дотки. Так при этом можно еще, соответственно, мором перекидывать наши базовые болезни. И по итогу из Фроста получается очень нехилая такая машинка для убийств, реально. Это же просто это комфортик невероятный, я вам говорю, народ. Просто невероятный комфортик. Поэтому, да, просто следите за тем, чтобы, ну, поддерживать дотки на противниках, за счет мора их можно обновлять. При этом следите за новой кастомной доткой, если вы играете на Ноздоре. Если вы не играете на Ноздоре, можете за этой доткой не следить, соответственно. И под проки машины для убийств в идеале нажимать в тот таргет, на котором 5 стаков уязвимости к магии льда, критовый воющий ветер. И вы критуете всех в округе. Массово, ауешно. Если вы бьете босса, то в босса лучше нажимать критовый именно ледяной удар, потому что он нанесет больше урона. Если массовка, то критовый воющий ветер. Кстати, рекомендую себе поставить аддон, чтобы либо через Талмивен, как у меня, либо через там Викаурус отслеживать прок машины для убийств. Ну, если вы убрали себе вот это вот оповещение на полэкран, знаете, когда у вас подсвечиваются такие штучки, чтобы вы всегда видели, когда у вас крит прокает. Соответственно, вот сейчас вот критовый ледяной удар я мог выдать. Или ледяной воющий ветер. Вот ледяной удар критовый наношу. Ну, вы поняли, в общем, в чем суть. Короче, билдачок действительно рабочий, такой базовый, стандартный, мне нравится. Опять же, следите за тем, как у вас там тирсеты реализованы, и если они у вас совпадают, то качайте себе, допустим, воющий ветер, если у вас бафается воющий ветер. Ну, понятное дело, что в принципе, наверное, так и должно быть, что две ваши основные кнопки для дамага, да, это ледяной удар и воющий ветер, если мы говорим про ОЕшку, они должны как бы, в принципе, разгоняться сетами. Тут еще главное себе статы хорошие и правильные собрать. Ну, допустим, опять же, если мы про них говорим, да, то это меткость 8%. Но, кстати, помните, что у вас в талантах дополнительно всегда выкачивается меткость за счет ледяной выдержки,
вспышки. Кстати, меткость заклинаний болезнетворностью повышается. И потом еще нужно собрать себе, соответственно, кап на мастерство. И кап мастерства у вас также за счет ловчего тундры 5 единиц уже будет. Это, кстати, по-моему, не учитывается в статах персонажа, когда вы смотрите. Здесь могу ошибаться. Но в любом случае это как бы стоит знать. Опять же, если про мастерство говорить, насколько я знаю, здесь нужно 26 единиц собрать. Кстати, если у нас прям есть потные, прошные ПВЕшники, соответственно, пишите за Фроста, кто шарит, в комментариях, потому что здесь могу немножко ошибаться. Моя стезя основная все-таки это именно PvP-контент. Поэтому, как бы, да, если какие-то неточности заметили, то welcome в комментарии, пишите, все разберем. А дальше, насколько я знаю, Фрост ДКшникам начинают раскачивать рейтинг пробивания брони. И типа, чем дальше туда, чем выше в сезонах, тем больше, соответственно, у вас есть возможности за счет шмоток собрать себе тот самый кап на рейтинг пробивания брони в 90%. Насколько я знаю, нужно 90 рейтинга пробивания брони себе в идеале набрать. Понятное дело, что у вас там и крит должен собраться до 40%, плюс-минус, там и сила у вас тоже пассивно будет расти за счет шмоток. Но вот именно основные и самые первые статы, да, опять же повторим, это 8% меткости и 26 единиц мастерства. Есть еще один моментик, который хотелось бы обсудить, поскольку я на 100% не уверен, что здесь правда, а что нет. Соответственно, смотрите, когда вы бегаете в ПВП за ДК, вы всегда бегаете под властью нечестивости. Это вообще не обсуждается, ну, понятное дело, ради дамага. Если мы говорим про ПВЕ-контент, обычно все люди пишут, что нужно бегать во власти крови. Но лично по своему опыту, короче, когда я бегал подземелье, я там пытался и на боссах замерять, и на пачках, и, в принципе, общий, на суммарный депос за все подземелье. Я пытался бегать и во власти нечестивости, и во власти крови, соответственно, при одинаковом билде, при одинаковых шмотках, при соблюдении одинаковой, ну, понятное дело, по возможности ротации. И как будто бы даже в ПВЕ-контенте мне под властью нечестивости гораздо комфортнее было бегать, и там, допустим, на 3% депоса где-то было в итоге больше. А потом появился чувачок в чате, который мне, соответственно, написал, что изначально вообще бегают под властью крови только тогда, когда уже набирается кап скорости, и власть нечестивости просто вот эту доп скорость вам не дает. И, соответственно, нет смысла тогда просто под ней бегать, вы выбираете себе доп депос во власти крови, а скорость остается на том же уровне, как будто бы вы уже под властью нечестивости бегаете. И вот тогда, понятное дело, от крови будет толк. А если у вас недостаток скорости, как будто бы все равно есть смысл именно под властью нечестивости бегать, и по итогу это должно быть выгоднее. Но вот здесь могу ошибаться. Если вы приверженец, скажем так, стандартно, то бегаете под властью крови. Можете потестить власть нечестивости при низких статах. Ну и опять же, если вы прям шарите, то welcome в комментарии, все почитаем. Вот такой вот у нас на сегодня видос, народ. Соответственно, пишите комментарии по данному поводу, что вы думаете, что вам понравилось, что не понравилось, все разберем, все почитаем. Подписывайтесь, кстати, на телегу, потому что скоро планирую разыграть, во-первых, подписку на Бусти и также еще жетон 80 уровня для наздоровцев. Ну а на этом у меня на сегодня все, народ. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE, всем пока!